Друзья, всем привет! Многие из вас уже знают о том, что в голосовании за модули в обзорах победил вот такой вот компактный Ethernet модуль. Он построен на микросхеме WiseNet W5520, вот она снизу смонтирована. И сверху у нас RJ45 разъем с индикаторами, с трансформаторами внутри, в общем все как положено. Модуль достаточно удобен, может быть подключен практически к любому микроконтроллеру по интерфейсу SPI. Но при подготовке этого видео я вспомнил, что у меня есть еще один похожий модуль. Он построен на другой микросхеме, здесь у нас микрочиповская ENC28J60. И функционально эти модули очень сильно похожи, оба используют SPI интерфейс для подключения к микроконтроллеру и оба позволяют реализовать сетевой обмен поверх Ethernet. Обе микросхемы питаются от 3,3 вольт, но выводы SPI у них толерантны к 5 вольтовым уровням, то есть практически к любым микроконтроллерам можно их спокойно подключать. Но между этими модулями есть и принципиальная разница, которую сегодня более детально рассмотрим. И вообще я решил сделать более общий ролик и вообще взглянуть на задачу реализации микроконтроллерных устройств с сетевым обменом поверх Ethernet. Существующие решения, по крайней мере те, которые известны мне, давайте сейчас и рассмотрим. Протоколы, реализующие сетевой обмен, делятся на различные уровни. Разделение это функциональное, то есть протоколы одного уровня решают какие-то конкретные задачи в общем сетевом обмене, и в идеале они не должны знать детали реализации других уровней. Причем, если несколько узлов в сети, то протоколы одного уровня общаются с такими же протоколами того же уровня в другом узле. По разделению на уровни существует несколько сетевых моделей. Самые популярные это модель оси, модель TCP/IP и еще множество разных моделей есть. То есть где-то уровни объединяются, где-то наоборот они разбиваются. Мы с вами сегодня будем использовать вот такую пятиуровневую модель. И давайте для начала разберемся, каким именно образом в физическом фрейме, в физическом пакете, передаваемом по Ethernet, содержатся данные различных уровней, каким образом они могут быть разобраны на приемники и каким образом такой пакет может быть собран на передатчике. По сути, пакет это массив байт, всего лишь линейная штука. Итак, по физической линии передается фрейм, обрамленный преамбулой и паузой в конце. Внутри это фрейм второго канального уровня, это Ethernet фрейм, у которого в заголовке есть MAC-адреса, то есть физические адреса устройств. Также есть контрольная сумма, и в середине внутри у него содержится пакет следующего уровня, сетевого уровня. То есть это уже в данном случае IP-пакет, у которого также есть заголовок, тоже с адресами, но адреса уже здесь не физические, а логические, IP-адреса. И также, как видите, в теле у него внутри содержится сегмент транспортного уровня, то есть следующего уровня. Здесь у нас внутри TCP сегмент, соответственно, у него есть тоже свой заголовок, номер порта там и флаги различные. И также есть свое тело, внутри которого уже содержится фрагмент данных прикладного уровня. То есть данные более высокого уровня ложатся вовнутрь пакета, фрейма, сегмента более низкого уровня. В принципе, протокол не обязательно должен работать, ваш протокол на прикладном уровне, он может на любом из уровней, в принципе, располагаться. И в этом случае говорят, что протокол работает поверх какого-то уровня. Давайте теперь рассмотрим те стандартные решения, которые существуют для реализации сетевого обмена по Ethernet в микроконтроллерных устройствах. И первое решение, оно является наиболее распространенным на данный момент, можно сказать, стандартным. В этом случае все уровни, кроме физического, реализуются внутри микроконтроллера. И в качестве внешней микросхемы выносится микросхема физического уровня. Например, проводного Ethernet это может быть микросхема, либо может быть оптический модуль. Таким образом, микроконтроллер никак не привязан к физической среде передачи данных. Это может быть как медный кабель, так и оптика, оптический кабель. При этом обратите внимание, что в микроконтроллере реализуется прикладной уровень, то есть сами сетевые приложения программно реализуются. Также транспортный и сетевой уровень, как правило, реализуются стеком TCP/IP, тоже программно внутри микроконтроллера. И в качестве канального уровня используется периферийный блок аппаратный, который называется MAC, и он как раз занимается фильтрацией пакетов по MAC-адресу. Также он занимается расчетом аппаратным контрольной суммы Ethernet пакета, и еще некоторыми механизмами. При этом
между канальным уровнем внутри микроконтроллера и физическим уровнем во внешней микросхеме специальный интерфейс стандартный, который достаточно быстрый, аппаратно реализованный, то есть он может работать на скоростях вплоть до 100 мегабит, и через этот интерфейс летят все пакеты, которые приняты в этот Ethernet порт, вообще все, то есть они уже отфильтровываются именно на канальном уровне внутри микроконтроллера. Вот, для подключения микросхем физического уровня используются, как я уже говорил, стандартные интерфейсы, это MII либо RMII, которые работают на скоростях вплоть до 100 мегабит. RMII это просто урезанная версия интерфейса MII. Вот. И также для управления используется отдельный интерфейс MDIO, также он в некоторых источниках называется MIIM. Это такой простейший SPI-подобный интерфейс, по сути за счет SPI он обычно и реализуется. И он позволяет именно осуществлять управление микросхемой физического уровня, то есть инициировать сброс, например, устанавливать режимы, дуплекс, скорость. Также, например, некоторые микросхемы физического уровня позволяют определить место разрыва кабеля, например. И в этом случае по интерфейсу MDIO можно считать эти параметры из микросхем физического уровня. Сами микросхемы эти физического уровня производят множество производителей, то есть и Texas Instruments, Micrel, Realtek, Microchip, Marvell, Microsemi и еще множество других. Вот, это наиболее распространенное решение. Отличается оно тем, что в принципе на вот этих переходах между уровнями, физическим и канальным, нет никаких потерь. Все пакеты абсолютно передаются в микроконтроллер и там уже обрабатываются. То есть теоретически позволяет достичь достаточно больших пропускных способностей, но тут ограничения, скорее всего, в верхних уровнях будут, а не в нижних. Следующее решение заключается в том, что во внешнюю микросхему выносится не только физический уровень, но еще и канальный уровень, то есть блок MAC присутствует во внешней микросхеме. К этому решению относится сегодняшняя наша микросхема микрочиповская ENC28J60. Также у микрочипа есть еще несколько подобных микросхем. Есть они у Micrel, ASICS, Silicon Labs и, возможно, еще у других есть. При этом внешняя микросхема подключается к микроконтроллеру либо по SPI интерфейсу, либо по параллельному, и некоторые микросхемы оба эти интерфейса поддерживают. В чем отличительные особенности здесь? Ну, во-первых, микросхема обычно заточена именно под медный Ethernet, никакую оптику здесь задействовать уже не получится, как и во всех, в принципе, последующих вариантах в этой таблице. Дальше. В данном случае все пакеты, которые прилетают на физический уровень, то есть в этот порт Ethernet-овский, они внутри этой внешней микросхемы уже отфильтровываются. Таким образом, в микроконтроллер летят только некоторые пакеты, направленные, например, именно этому устройству, этому узлу, либо, например, еще могут широковещательные тоже приниматься микроконтроллером. В общем, летят далеко не все пакеты, и, в принципе, это оправдывает использование достаточно медленного относительно SPI интерфейса. У ENC28J60, кстати, он работает максимум на 20 МГц. И, в принципе, если бы пересылались все пакеты из сети, и сеть достаточно активная была бы, то в этом случае буферы в оперативной памяти ENC28J60 постоянно бы переполнялись, и некоторые входящие пакеты просто бы отклонялись. Но, в принципе, если хорошо настроить фильтрацию, если сам объем трафика к этому узлу не слишком большой, то, в принципе, SPI здесь справится. Кроме того, это решение, в отличие от предыдущего, позволяет реализовать сетевой обмен по Ethernet даже с теми микроконтроллерами, у которых нет поддержки MII интерфейса, то есть нет блока MAC периферийного внутри, то есть практически с любыми микроконтроллерами. Конечно, нужна буферизация определенная в TCP/IP стеке, поэтому слишком уж слабые микроконтроллеры с малым количеством оперативной памяти здесь применять не получится, но все равно большинство микроконтроллеров способны с этим справиться. Следующее решение заключается в дальнейшем выносе уровней сетевой модели во внешнюю микросхему. В принципе, по такому принципу как раз работает микросхема, которую мы сегодня рассматриваем. Это WiseNet W5520. Кроме того, у WiseNet есть еще несколько модификаций, предыдущих, можно сказать, модификаций этой микросхемы. Также есть микросхема W3150A+, которая отличается от остальных тем, что
отсутствует в ней физический уровень, то есть опять же нужна внешняя микросхема физического уровня в этом случае. Используется для подключения SPI интерфейс. Кстати, вот это вот решение нечто общее имеет с модулями ESP8266 с их заводской прошивкой. То есть в качестве именно внешнего модуля, в котором свой TCP IP стек, свой MAC уровень и физический уровень. Ну, естественно, это в случае Wi-Fi, в отличие от сегодняшнего рассмотрения Ethernet. Вот, какие отличительные особенности? По SPI мы должны будем настроить и MAC уровень с физическим уровнем, и также должны будем настроить буферизацию и настроить, вообще работать по SPI приходится с сокетами, с такой абстракцией. Соответственно, в W5520 поддерживается до 8 сокетов, с которыми взаимодействие происходит через регистры SPI. Также есть свой буфер в оперативной памяти 32 килобайтный, который позволяет забуферизировать именно прикладные данные. То есть здесь уже в микроконтроллер по SPI не передаются все пакеты. Вообще большое количество пакетов остается внутри внешней микросхемы и передаются в микроконтроллер, и из него только прикладные данные. В принципе, это решение выгодно отличается от ENC28J60 тем, что объем трафика существенно сокращается. Но для реализации протоколов более низких уровней, возможно, будет не хватать доступа именно к более низким уровням, потому что они реализованы в внешней микросхеме. Следующее решение заключается в том, что все уровни сетевой модели реализуются только микроконтроллером, в том числе физический уровень. То есть здесь теряется некоторая гибкость, нельзя уже выбрать физическую среду передачи данных, в отличие от первого варианта, но зато большая интеграция, меньшее количество корпусов, то есть один всего лишь корпус реализует и все функции микроконтроллера, и также сетевой обмен полностью реализует. Снаружи остается только подключить внешний трансформатор и разъем RJ45, как и у всех предыдущих вариантов. На самом деле это решение достаточно редко встречается, я вообще до определенного момента не знал про существование таких микроконтроллеров. К ним относятся, например, PIC18F97J60, и также у Texas Instruments есть серия микроконтроллеров TM4C129, но там дальше нужно смотреть буквы и цифры. Не все из микроконтроллеров этой серии построены по такому принципу. Причем у Texas Instruments это достаточно свежий микроконтроллер на современном ядре ARM Cortex M4. Ну и последнее решение, которое идет в принципе уже вне зачета, поскольку здесь основной микроконтроллер устройства вообще ничего не будет знать про сетевой обмен, он будет работать чисто с UART. В этом случае к микроконтроллеру по UART подключается специальный модуль, например, Lantronix Export, у которого есть разъем RJ45 для подключения к сети. Сам модуль конфигурируется через веб-интерфейс, через Ethernet опять же. И на удаленный ПК может быть установлено программное обеспечение Lantronix, которое в системе создает виртуальный компорт, и по сути таким образом организуется удаленный компорт до устройства, до микроконтроллера. Вот такое, в принципе, не очень красивое решение, но достаточно интересное тоже. Ну и давайте взглянем на блок-схемы сегодняшних двух наших микросхем. Здесь у нас блок-схема ENC28J60. Давайте на ней выделим основные блоки. Здесь у нас SPI интерфейс, слева ноги SPI интерфейса и ножка прерывания. Это у нас блок MAC канального уровня. Это у нас оперативная память, буфер в оперативной памяти объемом 8 килобайт. И блок физического уровня, соответственно, справа у нас пошли ножки на трансформатор и на разъем RJ45. Обратите внимание, что между MAC и физикой нарисован стандартный интерфейс MII, то есть, несмотря на то, что соединение сделано внутри микросхемы, использован все равно стандартный способ подключения. Из интересных моментов, что тут можно отметить, по поводу организации буфера в оперативной памяти. Этот объем 8 килобайт используется и для буфера на передачу, и для буфера на прием, причем в разных пропорциях может этот объем делиться. То есть все, что не отдано под буфер на прием, отдается под буфер на передачу. Сами буферы организованы как кольцевые буферы. Доступ к ним через SPI, так же как и к регистрам MAC и к регистрам физики. Вот, как я уже говорил, в блоке MAC настраивается фильтрация пакетов. Существует несколько фильтров.
Например, можно пропускать только пакеты этому узлу, только различные широковещательные пакеты, мультикаст, бродкаст, можно дожидаться Magic пакет и еще пара фильтров. Причем все фильтры отдельно включаются, выключаются, и их все можно объединить по правилу «и» либо «или». Давайте взглянем на блок-схему W5520. Выделим на ней основные блоки. Это у нас SPI интерфейсы, это у нас блок канального уровня MAC. Это у нас физика. Между MAC и физикой непонятно, что за интерфейс. Ну, скорее всего, тоже MII. TCP IP ядро — это как раз ключевая особенность W5520. Как оно реализовано, непонятно, но мне кажется, что там микроконтроллерное ядро стоит, на котором крутится программное обеспечение, реализующее TCP IP стек. Ну и буфер в оперативной памяти объемом 32 килобайта. На самом деле эта память разделена жестко на два блока по 16 килобайт. И эти 16 килобайт могут распределяться между используемыми сокетами. То есть 16 килобайт на передачу и 16 на прием. Причем, если вы сокетов используете не 8, не максимальное количество возможное, а, например, 2, то можете эти 16 килобайт делить на эти два сокета, причем в пропорции. Как буфер на передачу, так и буфер на прием. В остальном каких-то интересных особенностей тут отметить не могу. В ходе тестирования за несколько суток никаких проблем с этой микросхемой я не нашел. В принципе, могу рекомендовать. С ENC были небольшие вопросы, но об этом скажу, когда буду рассказывать про демо-проект. По особенностям самих модулей, вот обратите внимание, что у этого модуля нет обозначений на интерфейсных ножках никаких с обеих сторон. Я у китайца, у которого покупал, запросил распиновку, он мне прислал ссылку на другой лот, где действительно были обозначения на таком же модуле, но фотографии были сделаны только с одной стороны, и, соответственно, обозначений на другой стороне не было видно. Но я в итоге нашел нормальные фотографии и определил распиновку. Дальше еще один такой момент. Здесь отсутствует стабилизатор на 3,3 вольта. Это надо иметь в виду и не подавать в качестве питающего напряжения больше 3,3 вольт. Вполне возможно, что микросхема сразу же выйдет из строя. Но интерфейсные ножки можно подключать к микроконтроллеру, запитанному от 5 вольт безопасно. По вот этому модулю есть тоже прикол. Как я понял, эти модули бывают с 10-контактным разъемом, где обозначения сделаны нормально, и с 12-контактным, как у меня, где есть ошибки. То есть вот смотрите, здесь есть сигнал, обозначенный как LNT, это на самом деле INT, то есть линия прерываний, с помощью которой ENC может сообщить микроконтроллеру о том, что есть необработанное событие. Также есть ошибка в обозначении вот здесь ST. На самом деле здесь должно быть SI, потому что у ENC везде в документации используются сокращенные имена сигналов SPI интерфейса, то есть вместо MISO SO, вместо MASI C должно быть, здесь ST. Также вот этот сигнал Q3 это на самом деле ножка питания этой микросхемы, ну напрямую, то есть 3,3 вольта можно сюда подавать, чтобы запитать микросхему, либо 5 вольт вот на эту ножку, соответственно тогда будет задействован вот этот вот линейный стабилизатор на 3,3 вольта. По ссылкам в описании к видео вы найдете 4 демо-проекта, соответственно 2 из них для ENC28J60 и 2 проекта для W5520. По 2, потому что для разных микроконтроллеров. Ну все как обычно. Вот, я не стал делать демо с каким-нибудь веб-сервером, таких демок полно в интернете. Вместо этого я в демо сделал, во-первых, возможность получить динамический IP-адрес от DHCP сервера. И второе, в демо-проекте встроен MQTT клиент. То есть можно подключаться к MQTT брокеру, подписываться на топики, обрабатывать полученные сообщения по подписке на топики. И также демо-проекты отправляют на брокер каждые 10 секунд сообщение со своим IP-адресом. Сейчас у меня включены сразу 2 проекта, один из них на STM32 и ENC28J60, на Atmega и W5520. Оба устройства подключены к моему старому роутеру, и вот этот кабель пошел к моему основному роутеру, к которому подключен MQTT брокер, система умного дома и так далее. Оба устройства сейчас подключены к MQTT брокеру системы умного дома, и вот с помощью MQTT Lens я в течение 2 суток тестировал эти устройства. Ну, сейчас я перезапустил уже тест, но вот как это все работает. 2 устройства со своими ID-шниками клиента высылают сообщение, в теле которого содержится
IP-адрес текущий этих узлов. Вот так все это выглядит со стороны устройства. То есть сейчас в терминал отладчика выводятся все сообщения, которые брокер получает от своих клиентов, потому что мы подписаны на все топики. При подготовке демок с ENC28J60 пришлось столкнуться с довольно неприятным аппаратным глюком, который описан в IRAT от микрочипа, вот его описание и метод устранения. Но прикол в том, что этот метод устранения не работает, по крайней мере он не работает на тех китайских микросхемах, которые мы покупаем. Уже куча народу с этим столкнулась, попробовали эту рекомендацию, но она не спасает, к сожалению. Красивого решения нет, есть только костыли. Суть глюка заключается в том, что при отправке пакета должен устанавливаться флаг TX RTS, он устанавливается, но в определенный момент он перестает сниматься. Причем происходит это через несколько часов нормальной стабильной работы, иногда через сутки, то есть этот баг еще нужно поймать. И в демке в качестве решения я просто считаю время отправки, и если оно превышает определенный порог, я просто сбрасываю логику передатчика. Вот в таком варианте демки отработали 2 суток без проблем, при этом я еще сделал счетчик таких сбросов, и счетчик остановился на 3, то есть 3 раза была сброшена логика передатчика за 2 суток. В остальном, в принципе, с ENC28J60 никаких больше проблем я не видел. На этом на сегодня у меня все. Я надеюсь, ролик был вам полезен. На этом я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.